Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим с вами поделиться очень простой, но в то же время очень действенной практикой. Если в вашем доме постоянно происходят какие-то скандалы, ссоры, разлад, ничего не получается в вашей жизни, обязательно проведите эту практику. Друзья, понадобится всего лишь полотенце чистое и понадобится буквально жменя соли. Все достаточно просто, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, в нашей жизни бывает так, что в нашей жизни все хорошо, все получается. В семье постоянно есть доход, деньги, семья может себе позволить определенные излишества, но в какой-то момент в семье что-то происходит, какой-то надлом, и начинают происходить не очень хорошие события. В семье постоянно начинаются ссоры, скандалы, возникает какое-то недопонимание, и, соответственно, это приводит к тому, что человек пытается разобраться, а в чем же проблема, почему же у него происходят именно такие перемены в жизни, при этом не в лучшую сторону. Дело в том, что причиной этого всего могут быть разные причины. Это могут быть ваша зависть ваших врагов, ваших недоброжелателей. Также это может быть и случайное стечение обстоятельств. Но в любом случае беду от дома лучше всего отвести, пока дело не дошло ни до чего серьезного, которое бы разрушало действительно взаимоотношения близких людей, а также их жизнь. Поэтому как только вы почувствовали или увидели, что в вашей семье происходит что-то неладное, вы знаете о том, что до этого вы никогда не ругались, вы не ссорились, у вас никогда не было никаких проблем. И тут ни с того, ни с сего вы видите, что у вас начинают происходить какие-то проблемы, ссоры, скандалы. Также у вас может начинать ломаться техника, у вас начинает все падать из рук, хотя вы знаете, что вы и отдохнули вроде, да, и в хорошем расположении духа, но все что-то не так. Поэтому обязательно, как только вы осознаете, понимаете и чувствуете, что у вас возникают такие вот ситуации, вам срочно нужно выгнать беду и неудачи своего дома. Потому что, еще раз повторимся, это со временем может привести к плачевным ситуациям. Также обращаем ваше внимание, что если вы заметили, что, например, у вас разбиваются ваши чашки, посуда, тарелки разбиваются, то, или, например, вы просыпали ни с того ни с сего там соль, сахар, муку, или вы даже, может, увидите то, что у вас ни с того ни с сего что-то упало со стола, со стула, хотя вы уверены, что у вас не должно происходить вот таких вот полтергейстов. Знаете о том, что все же вам нужно избавиться от того негатива и от того всего, которое вот это все притягивает. И мы рекомендуем вам провести следующую практику. Эта практика передавалась из поколения в поколение, но, к сожалению, мало кто о ней знает, при этом по разным причинам. Для этой практики вам понадобится поваренная соль. Только, пожалуйста, берите соль без каких-либо добавок и ароматизаторов, то есть поваренная чистая соль. И возьмите где-то ориентировочно, вот возьмите, можете взять целую чашку, насыпать вот этой поваренной соли. И, конечно же, вам понадобится полотенце. Постарайтесь взять полотенце где-то длиной вот полметра. Лучше будет, если это будет метр-полтора. Нет, метр-полтора, возьмите самое длинное полотенце, которое у вас есть. Далее, что мы делаем? Когда вы можете проводить, во-первых, эту практику? Проводите практику в тот момент, когда вы видите вот признаки того, что у вас происходит разлад, недопонимание, происходят какие-то не очень хорошие ситуации в семье, о которых мы сказали с вами ранее. Итак,
Вы увидели эту ситуацию, значит, приходим домой или в субботу, или в воскресенье, то есть когда вам будет комфортно и удобно. Главное, чтобы вы были в хорошем расположении духа, и вы чувствовали, что вы не устали, что у вас приподнятое настроение. Это очень важно при проведении этой практики. Итак, берем наше полотенце. И вам его нужно постелить на пол в виде дорожки, которая будет вести к окну. И желательно к любому окну. Это может быть и на кухне, это вы можете и в комнате сделать. Но главное, когда будете проводить саму практику, обязательно окно должно быть открыто. Далее вам нужно взять вот нашу чашку соли. Можете взять пачку соли, если вот вы считаете, что, допустим, у вас большое полотенце длинное, можете взять и пачку соли. И далее, что мы делаем? Нам нужно равномерно рассыпать соль по нашему полотенцу. После того, как вы рассыпали, вот что мы делаем. Мы становимся на дальний от окна край соляной дорожки босыми ногами. Не в носках, не в колготах, а именно босыми ногами. И начинаем мелко продвигаться к нашему открытому окну. И при этом нужно повторять следующие слова. Я иду, за собой беду веду, к себе подзываю, из дома выгоняю. В этот момент, когда вы говорите эти слова, постарайтесь представить, как все беды, все проблемы, неудачи, которые скопились в ваших руках, возможно, в вашей голове, на ваших плечах, они... нужно их, знаете, вот вы и пока идете по нашему полотенцу, медленно, не спеша, говорите эти слова, и в то же время представляете, как все вот это вот все неудачи, эти проблемы рядом с вами. И постарайтесь представлять себе, даже какой-то момент возьмите, как будто вы черпаете что-то в руки, и дойдя уже до самого окна, то есть до окончания своего полотенца, которое ближе к окну, резким движением нужно вот как бы это все, то, что у вас накопились в мыслях, в голове, эти беды, проблемы, нужно выбросить это все на улицу, за окно. Далее что мы сделаем? После этого вам нужно отряхнуть соль со ступней на наше полотенце. И далее мы все время это находимся, то есть мы должны отряхнуть так, чтобы соль осталась на полотенце. И далее, начиная от дальнего, от окна края, свернуть нужно полотенечко в рулон. Старайтесь так, чтобы вся соль осталась внутри. После этого что мы делаем? Берем тазик, возьмите лучше всего железный тазик, не пластмассовый. Далее, это полотенце нужно с солью положить в этот тазик и залить кипятком. Полотенце должно быть полностью покрыться кипятком. Это очень важно. Поэтому и еще один немаловажный момент, когда вы будете заливать, старайтесь ориентировочно взять 5-литровую кастрюлю, лучше всего. И именно кипяток, то есть не то чтобы оно горячее, а вот вы видели, что уже закипело, вы заливаете это кипятком. Далее, как только соль растворится, мы с вами вытаскиваем полотенце, и обязательно его нужно прополоскать под проточной водой и постирать. Лучше всего после того, как вы его прополоскали и простирали, лучше его, чтобы оно высохнуло. После этого вам это полотенце лучше всего выбросить. Но как выбросить, чтобы никто больше ним не пользовался, поэтому поразрезайте на мелкие-мелкие кусочки. Далее, а вот соленую воду из тазика, обращаю ваше внимание, выливать в унитаз нельзя ни в коем случае. Следует эту воду вынести за порог своего дома или квартиры и вылить где-то на улицу, там, где поменьше людей ходит. Да, вот именно такая практика, но именно она вам именно очень сильно поможет в том, чтобы в вашей семье перестали быть такие
вот ссоры, какой-то разлад, недопонимание и так далее. Практика, друзья, очень сильная, поэтому рекомендуем всем провести в самое ближайшее время, если вы увидели такие вот признаки в своей семье. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно заходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, чтобы они также знали об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно просмотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.